Что если однажды утром вы выходите на свое поле, и посреди него зияет яма глубиной с пятиэтажный дом, который вчера еще не было? Именно это случилось с фермером из российской глубинки, когда на дне провала обнаружили не пустоту, а нечто такое, что заставило ученых экстренно вылететь на место. Внутри оказались следы цивилизации, которые, по расчетам специалистов, больше 2000 лет, нетронутые, словно время там остановилось. Его хозяйство располагалось в 20 километрах от Кургана, в Шадринском районе. Утро 17 июня 2019 года началось для Андрея Колесова как обычно. В 5 утра с кружки черного чая и выхода на обход. 40 гектаров пшеницы, трактор 70-х, 3 работника и никаких сюрпризов до этого дня. Яму он увидел с расстояния примерно 200 метров. Сначала решил, что у него двоится в глазах от усталости. Посреди ровного поля, где накануне стояла пшеница высотой по пояс, зияло круглое отверстие диаметром около 15 метров. Края были идеально ровными, будто кто-то вырезал почву огромным ножом. Ни насыпи вокруг, ни выброшенной земли, провал просто уходил вниз. Колесов подошел к краю и посмотрел вниз. Дна видно не было. Он бросил камень. Тот летел секунды 3, прежде чем донесся глухой удар. Грубые подсчеты давали глубину от 20 до 30 метров. Стенки провала были вертикальными и гладкими, словно отшлифованы. В срезе земли четко просматривались слои: чернозем, глина, песок и ниже что-то темное, не похожее ни на один из привычных геологических пластов. Он позвонил в районную администрацию. Там сначала решили, что фермер преувеличивает. Дежурный предложил огородить опасный участок и ждать геолога, которого обещали прислать в течение недели. Журналист приехал через 2 часа, сделал снимки и опубликовал их в тот же день. Колесов повесил трубку и позвонил в местную газету. К вечеру фотографии разошлись по федеральным новостным агрегаторам. На следующее утро у поля стояли уже 4 машины. Среди приехавших был Дмитрий Хареев, геолог из Тюменского государственного университета, который случайно увидел публикацию и выехал самостоятельно, не дожидаясь официального запроса. Именно он первым обратил внимание на то, что края провала не осыпались ни на сантиметр. Обычные карстовые воронки, которых в Зауралье немало, всегда дают осыпь. Здесь ее не было совсем. Хареев лег на живот и осветил фонарем стенку ямы прямо у края. На глубине примерно 3 метров в срезе грунта он увидел прямоугольный темный контур. Ровный, явно неприродного происхождения. Он попросил Колесова принести веревку. Спуск занял около 10 минут. На дне провала Хорев оказался в небольшой камере, примерно 6 на 8 метров. Потолок держался сам по себе. Над головой нависал монолитный пласт известняка, нетронутый обвалом. Пол был твердым, утоптанным. У восточной стены стояли 3 предмета, которые он поначалу принял за камень. Но когда луч фонаря упал на них под другим углом, стало ясно — это керамика. 2 сосуда с орнаментом и что-то плоское, похожее на крышку или плиту с выбитыми знаками. Хорев не прикоснулся ни к чему. Он сфотографировал все на телефон и поднялся наверх. Через 20 минут он уже разговаривал по телефону с коллегой из Института археологии в Екатеринбурге. Описание орнамента на сосудах и форма знаков на плите указывали на саргатскую культуру. Кочевников раннего Железного века, населявших Западную Сибирь примерно с 5 по 3 век до нашей эры. Никто не мог объяснить, почему провал открылся именно сейчас и почему земля над подземной камерой держалась больше 2000 лет. А затем в одну ночь ушла вниз идеально ровным кругом, не повредив ни одного предмета внутри. На 3-й день после обнаружения провала к полю Колесова подъехал микроавтобус с оборудованием из Екатеринбурга. Археолог Светлана Прохорова руководила небольшой группой из 4 человек. Она специализировалась именно на саргатской культуре и за 20 лет работы видела десятки погребальных комплексов этого периода, но никогда ничего подобного. Группа установила металлические крепления по краям провала и опустила вниз профессиональное осветительное оборудование. Когда камера осветилась полностью, Прохорова увидела то, что не попало на телефонные снимки Хорева. Восточная стена камеры была не просто стеной. На протяжении примерно 4 метров она была покрыта резными изображениями. Это олени, всадники, спиральные узоры. Резьба была четкой, не затертой, будто ее сделали не 2000 лет назад, а несколько лет назад. Влажность внутри камеры оказалась аномально низкой для подземного помещения. Прибор показал 12%. Именно это сохранило и керамику, и резьбу в идеальном состоянии. Прохорова спустилась первой. Знаки не были стандартными саргатскими орнаментами. Она сразу прошла к 3 предметам у стены и опустилась на колени перед плоской плитой со знаками. Это была упорядоченная система символов, ряды, повторяющиеся элементы, явная структура. Ничего похожего она в своей практике не встречала. Первый сосуд при ближайшем рассмотрении оказался запечатанным. Горлышко было залито чем-то темным и твердым, предположительно смолой или воском. Второй сосуд был открытым и пустым, но на его внутренней поверхности сохранился темный налет. Образец соскоблили для анализа. Пока Прохорова работала у восточной стены, один из ее коллег, Игорь Самсонов, осматривал пол камеры. В северо-западном углу он заметил, что грунт там другого цвета, темнее и плотнее. Он снял верхний слой малой
лопаткой на глубину около 5 сантиметров и остановил. Под слоем грунта лежала деревянная поверхность. Доски были уложены плотно, без зазоров и явно обработаны. Темные от времени, но целые. Прохорова подошла и встала рядом. Площадь деревянного настила составляла примерно 2 на 2 метра. Это означало, что под полом камеры находился еще один уровень. Скрывать настил в тот день не стали. Не было разрешения на расширенные раскопки. Прохорова зафиксировала все на камеру, взяла образцы дерева для радиоуглеродного анализа и опечатала камеру металлической сеткой поперек провала. Колесову объяснили, что поле теперь является объектом археологического исследования и въезд на него ограничен. Результаты первичного анализа пришли через 10 дней. Дерево настила датировалось IV веком до нашей эры, плюс-минус 50 лет. Налет на внутренние стенки сосуда оказался остатками перебродившего кобыльего молока. Кумыс. Это полностью совпадало с саргатской культурой, где кумыс использовался в погребальных ритуалах. Но один результат выбивался из общей картины. Образец темного вещества, которым был запечатан первый сосуд, в лаборатории идентифицировать не смогли. Это была ни смола, ни воск и ни бит. Органический состав не совпадал ни с одним известным природным материалом того региона и того периода. Лаборант написал в заключении коротко: состав не идентифицирован, требуется дополнительное исследование. Именно этот сосуд решили вскрывать первым. Разрешение на расширенные раскопки пришло через 2 недели. Быстро по меркам российской бюрократии. Прохорова позже говорила, что чиновники из Министерства культуры сами торопили процесс после того, как увидели фотографии резных стен и неидентифицированного запечатывающего вещества. 28 июня группа вернулась на место. На этот раз с ними был химик из Уральского федерального университета. Борис Теплов, специалист по органической химии древних материалов. Именно он должен был работать с запечатанным сосудом. Спуск в камеру занял больше времени, чем в первый раз. Оборудование стало значительно больше. Установили дополнительное освещение, вентиляционную трубку для циркуляции воздуха и небольшой подъемник для подачи инструмента. Когда Прохорова оказалась внутри, она первым делом проверила состояние резных изображений на восточной стене. За 2 недели они не изменились ни на миллиметр. Теплов спустился следом и сразу подошел к запечатанному сосуду. Высота сосуда составляла около 30 сантиметров, диаметр горлышка примерно 8. Запечатывающее вещество заполняло горлышко на глубину около 2 сантиметров и было абсолютно черным. Теплов поднес к нему ультрафиолетовый фонарь. Вещество не дало никакой флуоресценции, что сразу исключило большинство природных смол. Он срезал скальпелем небольшой фрагмент с края пробки и положил в контейнер для образцов. Затем начал аккуратно расшатывать пробку целиком тонким металлическим зондом. Пробка вышла неожиданно легко, единым куском, без крошения. Теплов поднес сосуд к носу и резко отстранился. Запах был острым, смолистым и одновременно сладким, совершенно не характерным для 2000-летнего сосуда. Внутри находилась темно-коричневая жидкость. Она не испарилась, не загустела до твердого состояния. Оставалась жидкой спустя примерно 23 века. Теплов взял образец пипеткой и закрыл сосуд временной крышкой. Он не сказал ничего вслух, но Прохорова видела его лицо, он был растерян. Пока Теплов работал с сосудом, Самсонов и второй член группы, студентка-аспирантка Марина Волкова, начали аккуратно снимать деревянный настил в северо-западном углу. Ну что, друзья, если вы мечтаете найти что-то необычное на своем поле, но не знаете, с чего начать, загляните на наш сайт playprofi.com. Там собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Не упустите свой шанс. Доски поддавались с трудом. Они были уложены без крепежа, просто плотно подогнаны друг к другу, но за века спрессовались в почти монолитную поверхность. Первую доску Самсонов снял за 20 минут. Под настилом оказалась не еще одна камера, как предполагала Прохорова. Под настилом находился узкий коридор, шириной около метра, уходящий горизонтально в северном направлении. Глубина от пола камеры до пола коридора составляла около 80 сантиметров. Стены коридора были выложены плоскими камнями. Аккуратно, без раствора, но плотно. Это была уже не случайная полость в грунте. Это было строение. Прохорова измерила направление коридора компасом. Северное направление в данном месте указывало точно в сторону небольшого кургана, который находился в 400 метрах от провала и который местные жители называли просто горкой. Курган числился в реестре памятников археологии Курганской области, но никогда не раскапывался, считался незначительным. Прохорова вышла из камеры и долго смотрела в сторону кургана. Если коридор действительно соединял подземную камеру с курганом, то перед ней была не просто случайная находка. Перед ней был погребальный комплекс, большая часть которого все еще находилась под землей нетронутой. Она позвонила в институт в тот же вечер и попросила прислать еще 2 специалистов и георадар. Георадар доставили на 4-й день после звонка Прохоровой. Оператор прибора, пожилой геофизик Валентин Рощин, провел сканирование участка между провалом и курганом за 1 день. Результаты он распечатал прямо в машине и вышел с листами в руках.
Коридор существовал. Георадар показал его четко. Прямая горизонтальная полость шириной около метра, уходящая от камеры строго на север на расстояние примерно 380 метров. Но это было не самым интересным на распечатке. На глубине около 4 метров под курганом радар зафиксировал крупную полость, прямоугольную, размером примерно 10 на 12 метров. Внутри полости прибор отобразил несколько плотных объектов, которые Рощин обозначил как предметы с высокой плотностью, вероятно, металл или камень. Рядом с прямоугольной полостью находились две меньшие, примерно 3 на 4 метра каждая, соединенные с основной короткими переходами. Прохорова смотрела на распечатку молча около 2 минут. Под курганом находился целый подземный комплекс, центральная камера и 2 боковых помещения, связанных переходами. Ничего подобного Сакео в саргатской культуре прежде не документировал. Известные погребения этой культуры представляли собой простые ямы с деревянными перекрытиями. Здесь была архитектура. Официальное разрешение на раскопки кургана оформляли еще 3 недели. За это время Теплов прислал предварительные результаты анализа жидкости из запечатанного сосуда. Жидкость содержала растительные масла, несколько органических кислот и один компонент, который лаборатория идентифицировала как производное природного антисептика. Вещество, подавляющее рост бактерий и грибков. Именно это объясняло сохранность содержимого сосуда спустя более 2000 лет. Саргатские мастера создали консервирующий состав, который работал эффективнее многих современных аналогов. Для кочевой культуры, которую принято считать примитивной, это было неожиданным открытием. Раскопки кургана начались 18 июля. Группа Прохоровой к тому моменту выросла до 9 человек. Первые 3 дня ушли на снятие верхнего слоя насыпи. Земля и дерн, никаких находок. На 4-й день лопата Самсонова ударила в камень на глубине около 2 метров. Расчистка показала каменную плиту размером примерно 1,5 на 2 метра. Плита была уложена горизонтально и, судя по всему, служила перекрытием. Под плитой находился вертикальный спуск. Узкая шахта, облицованная теми же плоскими камнями, что и коридор под полем. Шахта вела вниз примерно на 2 метра и заканчивалась деревянной дверью. Дверь была из дуба, скреплена бронзовыми полосами. Бронза позеленела, но держала крепко. На поверхности двери был вырезан тот же тип символов, что и на плите в первой камере. Упорядоченные ряды знаков, явно несущих смысловую нагрузку. Прохорова спустилась в шахту и толкнула дверь. Та не поддалась. Петли за века вросли в камень. Потребовалось около часа аккуратной работы с тонкими инструментами, чтобы освободить их, не повредив дерево. Когда дверь наконец открылась, из-за нее не вышло ни запаха, ни пыли. Воздух внутри был такой же сухой и нейтральный, как в первой камере. За дверью находилась центральная камера комплекса. Прохорова посветила фонарем и не двигалась с места около 30 секунд. Вдоль 3 стен стояли деревянные конструкции, что-то среднее между полками и постаментами. На них рядами лежали предметы. Бронзовые сосуды, оружие, украшения. В дальнем конце камеры находилось погребение. Деревянный саркофаг, украшенный резьбой и бронзовыми накладками в форме животных. Над саркофагом на каменном выступе стояла небольшая фигурка из материала, который в свете фонаря отливал желтым. Прохорова подошла ближе. Фигурка была из золота. Высота около 20 сантиметров. Изображение всадника на коне, детализированное до отдельных элементов упряжи. Такого уровня ювелирной работы в саргатской культуре прежде не находили. Она насчитала на полках и постаментах больше 40 предметов, прежде чем вернулась к выходу. Боковые камеры она в тот день не открывала. Фотографии центральной камеры Прохорова отправила в институт в тот же вечер. Ответ пришел через 40 минут. Директор института Алексей Громов лично написал, что выезжает на следующее утро и берет с собой специалиста по саргатскому металлу из Новосибирска. Громов приехал на место 21 июля вместе с металлургом-археологом Натальей Бессоновой. Она изучала бронзовое и золотое литье саргатской культуры 19 лет и опубликовала по этой теме 4 монографии. Когда Бессонова спустилась в центральную камеру и увидела золотую фигурку всадника, она попросила всех выйти и провела внутри 1 час. Когда она поднялась наверх, то сказала одну фразу: «Такого уровня обработки золота в Западной Сибири в тот период не существовало». Фигурка была отлита методом, который в Европе появился не раньше 2 века до нашей эры и был характерен для греческих мастеров при Черноморье. Саргатская культура находилась за 1000 километров от ближайшего греческого поля. Либо фигурку привезли с Запада как предмет торговли или военного трофея, либо саргатские мастера независимо освоили технику, которую историки считали исключительно греческим достижением. Оба варианта переворачивали устоявшиеся представления о торговых путях и уровне развития культуры. Бессонова взяла образец металла с нижней части фигурки для анализа состава сплава. Если золото окажется уральского происхождения, это подтвердит версию о местном производстве. Если состав совпадет с причерноморскими образцами, значит перед ними импортный предмет, что само по себе указывало бы на торговые связи невероятные для того времени дальности. Параллельно Самсонов вскрыл
первую из двух боковых камер. Она оказалась значительно меньше центральной, примерно 3 на 3 метра. Внутри не было ни погребения, ни украшений. Вдоль стен стояли крупные керамические сосуды, 17 штук, все запечатанные тем же черным веществом, что и сосуд из первой камеры. На полу лежали кости животных, лошади и крупного рогатого скота, явно принесенных в жертву. Это была камера запасов. Провиант и ритуальные подношения для умершего в загробном пути. Объем запасов был несоразмерно большим для обычного воина или знатного кочевника. 17 крупных сосудов с консервированным содержимым и жертвенные животные такого масштаба соответствовали погребению вождя или правителя высшего уровня. Громов связался с коллегами из Института археологии Российской академии наук в Москве. Там попросили прислать полный фотоотчет и образцы для независимой датировки. Реакция пришла быстро. Двое московских специалистов вылетели в Курган через 2 дня. Пока шла переписка с Москвой, Волкова занималась документированием символов на деревянной двери и плитах внутри комплекса. Она скопировала все знаки вручную и сфотографировала каждый сантиметр поверхности. Затем отправила изображение лингвисту из Томского университета, который специализировался на древних системах письма Сибири. Ответ лингвиста пришел через 3 дня и содержал неожиданный вывод. Знаки не были декоративным орнаментом. Их структура, повторяющиеся базовые элементы, комбинации, явная упорядоченность соответствовала признакам протописьма. Ни алфавита, ни слогового письма, но системы фиксации информации более сложной, чем простая пиктография. Для саргатской культуры, которую традиционно относили к бесписьменным, это был принципиально новый факт. Лингвист написал в конце письма, что для расшифровки потребуются месяцы работы и что он не уверен, что расшифровка вообще возможна без дополнительных текстов для сравнения. Но сам факт существования системы менял представление о когнитивном уровне культуры. Вторую боковую камеру открыли 25 июля. За дверью никто не ожидал того, что там оказалось. Дверь второй боковой камеры открыл Самсонов. Она была тяжелее первой. Дуб той же породы, но толщиной около 10 сантиметров, с 3 бронзовыми полосами вместо 2. Когда дверь поддалась, внутрь первым вошел Громов. Камера была пустой. Совершенно пустой. Ни сосудов, ни костей, ни предметов. Голые каменные стены, утоптанный земляной пол. Единственное, что отличало ее от простой ямы, стены были покрыты знаками от пола до потолка. Не отдельными символами, как на двери и плитах, а сплошным текстом, ряд за рядом, без промежутков, покрывающим все 4 стены целиком. Волкова вошла следом и замерла. Объем текста был колоссальный. Только на одной стене она насчитала около 40 строк по 30-40 символов в каждой. 4 стены давали в сумме около 6000 знак. Для сравнения, все надписи, известные по саргатской культуре на тот момент, составляли в совокупности не более 200 символов, и большинство специалистов считали их декоративными. Она провела в камере 4 часа, фотографируя каждый участок стены при разном освещении. Знаки были выбиты глубоко и аккуратно, явно не в спешке. Некоторые строки имели отступы от края, что в системах письма обычно означает начало нового смыслового блока. Структура текста напоминала не молитву и не список, скорее повествование. Фотографии ушли лингвисту в Томск в тот же вечер. Он ответил на следующее утро одним предложением. Мне нужно приехать лично. Лингвист Сергей Ларин добрался до места через 2 дня. Он провел в камере с текстом первый день практически без перерывов. Выходил только попить воды. На второй день он начал делать пометки в блокноте. На третий день вышел наружу и сел на землю у входа в шахту. Ларин объяснил, что в тексте прослеживаются повторяющиеся блоки символов, вероятно, имена или названия. Один блок из 4 символов повторяется 37 раз на разных стенах. Судя по позиции в строках, в начале одних и в середине других, это либо имя погребенного, либо название места или племени. Второй повторяющийся блок из 6 символов встречается 22 раза и всегда стоит в конце строки. Возможно, формула завершения смыслового блока, аналог знака препинания или ритуальной фразы. Ларин также обратил внимание на то, что в тексте есть графические элементы, отличные от основных символов. Небольшие рисунки, вписанные в строк. Солнце, луна, конь, птица. Они встречались в строго определенных позициях и, по его предположению, могли играть роль смысловых маркеров, указывать на время суток, сезон или направление. Московские специалисты, приехавшие к тому моменту на место, предложили версию о том, что камера с текстом была не погребальной и не хозяйственной. Она была архивом. Кто-то намеренно создал помещение, единственной функцией которого была фиксация информации. Подносит, возможно, истории рода, описание территорий или свода правил. Идея о том, что кочевая культура степей создала намеренное хранилище письменных записей в IV веке до нашей эры, противоречила всему, что было принято считать о саргатстве. Письменность в Сибири в тот период не предполагалась вообще. Ближайшие письменные культуры находились на 1000 километров западнее и южнее. Тогда же вскрыли саркофаг в центральной камере. Внутри лежал скелет мужчины, по первичной оценке антрополога, около 50 лет на момент смерти, высокого роста, с выраженными признаками физического труда в верхнем плечевом поясе. Рядом со скелетом находились 3 предмета. Короткий меч с золотой рукоятью, бронзовое зеркало с гравировкой и небольшая каменная пластина с единственным символом, тем самым 4-значным блоком, который повторялся на стенах 37 раз. Это было имя. Имя человека, которого хоронили с архивом его собственных слов.
Анализ состава золота из фигурки всадника пришел в первых числах августа. Результат оказался однозначным. Металл уральского происхождения. Примесный профиль сплава совпадал с образцами из известных уральских месторождений и не имел ничего общего с причерноморским золотом. Это означало, что фигурку изготовили на месте, а не привезли с запада. Бессонова провела дополнительный анализ технологии литья. Она установила, что мастер использовал восковую модель с последующей заливкой, технику, требующую точного контроля температуры и специальных форм. Следы обработки на поверхности фигурки указывали на финишную доводку металлическими инструментами с абразивом. Весь процесс предполагал специализированную мастерскую, профессионального ювелира и устойчивую традицию передачи навыков. Не разовый эксперимент, а школа. Параллельно антрополог Кирилл Востоков завершил первичное исследование скелета. Мужчина умер в возрасте от 45 до 55 лет. Зубная эмаль сохранилась хорошо и показала изотопный состав, характерный для человека, выросшего в степной зоне Западной Сибири. Он был местным, не пришлым. Кости правой руки имели характерное утолщение в области предплечья, которое Востоков видел раньше только у лучников с многолетней практикой. Левое плечо было развито сильнее правого. Нетипичная картина для воина, но характерная для человека, который много работал с инструментами левой рукой. Востоков предложил осторожную версию. Погребенный был одновременно воином и мастером, либо ювелиром, либо резчиком. Это объясняло бы и качество предметов в камере, и объем надписей на стенах. Человек, способный создавать и фиксировать, а не только воевать и управлять. В середине августа Ларин сделал первое частичное прочтение текста. Он сразу оговорился, что это интерпретация, а не перевод. Без параллельных текстов точный перевод невозможен. Но структурный анализ позволил выделить несколько смысловых блоков с достаточной уверенностью. Первый блок, занимавший верхние строки северной стены, по структуре напоминал перечисление, предположительно список мест или направлений. Повторяющиеся символы в сочетании с графическими маркерами Солнца и Луны указывали на ориентацию по сторонам света и, возможно, на расстояние. Ларин предположил, что это могла быть карта. Не графическая, а текстовая, описывающая маршруты или территории. Второй блок на восточной стене имел иную ритмическую структуру. Строки были короче, блоки четко разделены. По признакам это напоминало список имен с короткими приписками к каждому. Возможно, перечень людей с указанием их роли или статуса. Третий блок, занимавший почти всю южную стену, был самым плотным по содержанию. Ларин потратил на него больше всего времени и в итоге сказал, что это, вероятнее всего, повествование, последовательность событий. Конкретные события он назвать не мог, но временные маркеры в тексте, символы, которые он интерпретировал как указания на смену сезонов, говорили о том, что описываемый период охватывал не менее нескольких лет. Если интерпретация Ларина была верной хотя бы частично, то перед исследователями находилась не просто надгробная надпись. Это была личная хроника. Записи конкретного человека о конкретных событиях его жизни или жизни его народа, сделанные в IV веке до нашей эры в степях Западной Сибири. Громов отправил полный отчет в Москву 23 августа. Через неделю финансирование раскопок было увеличено втрое, а сам комплекс получил статус объекта федерального значения. Министерство культуры выпустило краткое официальное сообщение о находке. Сдержанное, без сенсационных формулировок. В нем говорилось об уникальном погребальном комплексе саргатской культуры с признаками развитой письменной системы. Андрей Колесов узнал об официальном статусе находки из новостей на телефоне, сидя на кухне своего дома. Его поле теперь было частью охраняемой зоны. Пшеница на 40 гектарах в том сезоне так и не была убрана. Официальное сообщение Министерства культуры оставалось незамеченным 3 дня. Затем его перепечатало одно немецкое издание, специализирующееся на археологии, с заголовком о письменности в Сибири раньше, чем предполагалось. Этот материал подхватили в Великобритании, затем в США. К концу первой недели сентября запросы на интервью с Прохоровой поступали из 12 стран. Громов принял решение провести пресс-конференцию в Екатеринбурге 9 сентября. Он хотел контролировать подачу информации и не допустить искажений, которые неизбежно возникают при пересказе через вторые руки. На конференцию приехали журналисты из России, Германии, Великобритании, Японии и США. Онлайн-трансляцию смотрели одновременно около 40 тысяч человек. Прохорова представила находки последовательно. Провал, первая камера, коридор, центральный комплекс, текстовая камера. Когда она показала фотографию южной стены с плотными рядами символов, в зале стало тихо. Журналист из Лондона спросил прямо, это письменность или декорация? Прохорова ответила также прямо. Структурные признаки указывают на письменность, окончательный вывод требует дальнейшего исследования. Этот обмен репликами разошелся в социальных сетях быстрее, чем официальная трансляция. К вечеру того же дня несколько крупных западных изданий опубликовали материалы с формулировкой «Древнейшая письменность Сибири». Часть заголовков была точной, часть
преувеличить. Один американский таблоид написал о потерянной цивилизации, что вызвало у Прохоровой публичное раздражение. Она опровергла эту формулировку в тот же день. Научное сообщество отреагировало неоднородно. Трое известных специалистов по евразийским кочевым культурам опубликовали скептические комментарии. Они требовали независимой верификации, датировки и указывали, что интерпретация знаков как письменности преждевременно без сравнительного материала. Это была законная научная позиция, и Громов ее не оспаривал публично. Но тогда же, в середине сентября, пришел результат, который скептиков не опровергал, но существенно менял общую картину. Независимая лаборатория в Берлине провела повторную радиоуглеродную датировку образцов дерева из коридора и центральной камеры. Результат совпал с первоначальным с точностью до 30 лет, 4 век до нашей эры. Датировка была подтверждена. Одновременно Теплов завершил полный анализ консервирующего вещества из запечатанных сосудов. Состав включал 7 компонентов. 5 из них были идентифицированы. Растительные масла, воск, смола хвойных пород и дубильные вещества. 2 компонента идентифицировать не удалось даже после расширенного анализа. Оба были органическими, оба демонстрировали антимикробные свойства. Теплов написал в итоговом заключении, что аналогов этому составу в известных исторических источниках не существует. Кто-то в IV веке до нашей эры разработал формулу консервации, которую современная наука воспроизвести не может, потому что не знает 2 ее компонентов. Этот факт произвел на публику больше впечатления, чем письменно. Формулировка «рецепт», который мы не можем повторить, появилась в сотнях публикаций по всему миру. В конце сентября к Ларину обратился коллега из Токийского университета, специалист по протописьменным системам Восточной Азии. Он изучил фотографии текста и сообщил, что 8 символов из текстовой камеры имеют визуальное сходство с ранними формами знаков китайского письма эпохи Чжоу, того же периода 4-5 век до нашей эры. Сходство не было точным совпадением, но было достаточным, чтобы поставить вопрос о возможном общем источнике или контакте между культурами, разделенными тысячами километров степи и гор. Ларин отнесся к этому осторожно. Он написал коллеге, что визуальное сходство знаков не доказывает связь. Независимое изобретение похожих символов вполне возможно. Но сам факт обращения японского специалиста означал, что находка вышла за рамки российской и европейской науки и стала предметом интереса исследователей евразийского масштаба. Андрей Колесов в сентябре дал 3 интервью. Местной газете, федеральному телеканалу и немецкому радио через переводчика. На вопрос о том, что он чувствует, фермер ответил коротко. Жалеет о пшенице и не понимает, почему яма появилась именно на его поле именно в то утро. Этот вопрос, почему провал образовался именно тогда, оставался без ответа дольше всего. Ответ на вопрос о причине провала пришел в октябре от геолога Хорева, того самого, кто первым спустился в яму с веревкой. Он продолжал изучать геологию участка параллельно с археологическими работами и в итоге установил следующее. Под полем Колесова на глубине около 25 метров проходил известняковый пласт с естественными пустотами. Одна из пустот располагалась прямо под первой камерой комплекса. 2 тысячелетия подземной воды медленно растворяли известняк снизу. Летом 2019-го уровень грунтовых вод в районе упал из-за засухи. Давление снизилось. И свод пустоты обрушился за одну ночь, пробив почву идеально вертикально вверх. Круглая форма провала объяснялась формой самой карстовой пустоты. Яма появилась не из-за чего-то сверхъестественного. Она появилась потому, что засуха 2019 года оказалась сильнее, чем все предыдущие засухи за 23 века. Природа вскрыла то, что люди намеренно спрятали. К декабрю 2019 все предметы из центральной камеры были перемещены в хранилище Курганского областного краеведческого музея. Золотая фигурка всадника была помещена в специальный климатический контейнер. 17 запечатанных сосудов из камеры запасов перевезли в Екатеринбург для детального исследования. Вскрывать их планировали поочередно, с интервалом в несколько месяцев между каждым, чтобы иметь время на полный анализ содержимого. Первый вскрытый сосуд из камеры запасов содержал зерно, пшеницу и просо, высушенные и обработанные консервирующим составом. Зерно сохранило форму, хотя всхожесть, разумеется, была утрачена. Второй сосуд содержал вяленое мясо. Третий — что-то похожее на концентрированный растительный экстракт, предположительно лекарственного назначения. Запасы для загробного пути оказались не символическими подношениями, а реальным провиантом, упакованным с расчетом на длительное хранение. Текстовая камера была законсервирована, вход заблокирован, внутри поддерживается контролируемый микроклимат. Ларин продолжает работу с фотоматериалами. По состоянию на конец 2023 года он идентифицировал около 80 устойчивых символьных единиц и установил базовые правила их комбинирования. Полной расшифровки нет и, по его словам, может не быть никогда. Слишком мало сравнительного
строительного материала. Но структура системы описана достаточно, чтобы утверждать, это не орнамент и не магический знак. Это язык, зафиксированный на камне человеком, который хотел, чтобы его слова пережили его самого. Они пережили. На 23 века дольше, чем он мог рассчитывать. Поле Колесова официально изъято из сельскохозяйственного оборота. Фермер получил компенсацию от государства, сумму, эквивалентную 3 урожаям. Он купил участок в другом районе и продолжает выращивать пшеницу. В интервью 2022 года он сказал, что иногда думает о том человеке, чье имя повторяется на стенах 37 раз. Не о золоте, не о письменности, именно о человеке. О том, что тот явно хотел быть запомненным и что у него это получилось, хотя и не так, как он планировал. Комплекс в Шадринском районе включен в предварительный список объектов, представляемых на рассмотрение в Организацию по охране мирового наследия. Решение ожидается. Раскопки продолжаются. Георадар показал, что за пределами 3 исследованных камер в радиусе 50 метров от кургана есть еще 4 аномалии, которые могут оказаться дополнительными помещениями комплекса. Яма посреди поля, которую фермер увидел ранним утром и принял за оптический обман, оказалась входом в самый сложный погребальный и архивный комплекс кочевой культуры, известный науке. Не потому, что кто-то его искал, а потому что засуха оказалась сильнее 23 веков.